Всем привет, с вами Артем. Это очередное сравнение процессоров. И сегодня у нас процессор Xeon E5-2689 и E5-2690. Сборки получились с небольшими изменениями. Как можете помнить, 2690 мы тестировали на плате X79 Turbo 1.01 с памятью Samsung ECC 32 ГБ 1866 МГц с таймингами 10-10-20, Common Rate 1, 4 канала. Сейчас наш стенд немножко изменился, и в качестве материнской платы мы будем использовать Huanan X79 G270T версия 6.11 с оперативной памятью Kingston 16 ГБ 1866 МГц с таймингами 9, 10, 10, 18 Common Rate 1, также в 4 канала. В процессе видео немного поговорим о новом стенде. Оба процессора в играх работают на частоте 3,3 ГГц, и можно предположить, что производительность при общих равных будет идентична в играх. Полученные результаты на диаграммах – это результаты чистого прогона бенчмарка FPS без захвата и оверлея, так что по минимальной частоте кадров возможны небольшие отклонения от видео. Проектов будет сегодня немного меньше, это 8 игровых проектов и 4 бенчмарка. Меньше игр по причине того, что тень Лары постоянно вылетает, а паб с тестом 2690 устарел, так как новая версия игры нехило подсыпала кадров. Хоть паб сегодня не заявлен, но разницу до и после обновления игры мы в качестве бонуса в конце все-таки посмотрим. Но не будем терять время, погнали! И первый проект у нас это For Honor, настройки очень высокие, разрешение 720p, средняя частота кадров 174 на 174 FPS. Оно неудивительно, ведь в игровой плоскости производительность у них одинакова, и даже смена стенда кардинально не повлияла на результат. А я напоминаю, что при полной стопроцентной нагрузке 2689 скидывает частоту до отметки 3,1 ГГц, дабы вписаться в тепловой пакет 115 Вт. 2690 такой ситуации лишен, обладая теплопакетом 135 Вт. GTA 5. Настройки максимальные, дополнительные настройки включены, сглаживание MSEE двухкратное, разрешение 720p, и тут у нас средняя частота кадров 64 на 62. Можно записать на счет погрешности или на смену стенда. Кстати, вы заметили, что пока стенд с Huanan идет по максимальному FPS немного быстрее X79 Turbo. Несмотря на то, что пропускная способность памяти фактическая у 2689 немного ниже, чем у 2690, если верить AIDA64, но при этом результат по кадрам пока что или такой же, или выше. Возможно, повлияла задержка памяти 62,4 против 66,1. А что вы думаете по этому поводу? Hitman 2. Настройки ультра 720p, средняя частота кадров 70 на 66, 2689 по среднему показал высший результат, зато по максимальному просел 115 на 121. Стенд с 2689 открытый, без корпуса, это могло повлиять на разницу в температурах процессоров. Что касается материнки Huanan версии 6.11, то не советую брать данный экземпляр, так как на ней нет возможности настроить частоту памяти в 4 канала при 1866 МГц на стоковом биосе. DRAM Speed 1866 игнорируется платой при любом множителе в тюнинге, спасает только версия прошивки 6.0, и то не всегда. Если нет желания устраивать свистопляску на плате Deluxe Gaming, откажитесь от покупки версии 6.11. Лучше возьмите X79 Plus с черными слотами PCI Express. Battlefield 5. Настройки Ultra 720p DX12. Средняя частота кадров 138 на 134. Разрыв стал немного больше, но напомню, что разница получилась не за счет высшей производительности 2689 на 2690, а за счет смены платы и памяти. В играх производительность одинакова. Почему была выбрана память настольная DDR3? Просто получилось по цене практически так, как и ECC, да и подвернулась рядом, так как хотел как можно быстрее запилить вам тест сравнения процессора 2689. Еще и подкупает ее взаимозаменяемость, можно также применить и в других десктопных вариантах. В
Одиссее у нас настройки Ультра 720p, средняя частота кадров 61/61, а максимальный FPS у 2689 получился выше 86/77. В данном проекте, конечно, видеокарты и процессора много не бывает. Watch Dogs 2. Настройки Ультра 720p, средняя частота кадров 74/72. Я надеюсь, вы понимаете, откуда взялась небольшая разница, может и от погрешности, а может и от того, о чем мы говорили выше. Танки Benchmark Encore версия 0.1. Средняя частота кадров 176/143. В данном проекте произошла какая-то непонятная ситуация. Почему так стрельнула производительность процессора 2689, непонятно. Проводил тест около 6 раз и ситуация не меняется. Это при том, что клиент бенчмарка не обновлялся, он как был в версии 0.1, так и остался. Разница лишь в том, что 2690 проводился тест немного ранее. А что вы думаете по данной ситуации? Отпишите в комментариях, что за дичь творится с этим бенчмарком. Обитель зла. Настройки очень высокие, не превышающие 8 ГБ видеопамяти, разрешение 720p DX12. Средняя частота кадров 122/114. Тут проект оказался очень отзывчивый к смене памяти и материнки. Стоит отметить, что Huanan Deluxe работает под управлением серверного чипа C600, а X79 Turbo с чипом B75. Кстати, чип B75 имеет только один разъем SATA 3, несмотря на то, что покрашены оба разъема в зеленый цвет. Все потому, что X79 Turbo есть и на чипе Q77, который на борту платы имеет уже два разъема SATA 3, как и у серверного чипа. Может, для кого-то это будет неожиданностью. И вот добрались мы наконец-то к бонусу PUBG. Надеюсь, вы поняли, что тут мы не сами процессоры сравним, а версии игры. Чисто для спортивного интереса. 2689 тест на последней версии, 2690 на старой. И посмотрите, какой получился скачок кадров при одинаковой производительности процессоров. Так что тест PUBG с 2690 я снимаю с теста вообще по причине неактуальности. Возможно, когда-нибудь у меня опять проскочит данный процессор, мы протестируем его в этом проекте. С тестами Ryzen 2600 получился аналогичный косяк, я за него извиняюсь. В комментариях под теми роликами я уже отписался по данной ситуации. Там 2690 был на обновленной версии игры, где сильно превосходил Xeon. Вот такие результаты. Тест получился не совсем в обычной манере. Мы смогли оценить как саму производительность процессора, а также разницу самих сборок. В целом можно смело утверждать, что игровая производительность данных процессоров идентична. На данном этапе Xeon E5-2689 можно по праву считать самым оптимальным 8-ядерным процессором по соотношению цена-производительность. Ближайшие конкуренты стоят как минимум на треть дороже при одинаковой или даже меньшей производительности. Что касается сборок на базе E5-2689, то они, как вы поняли, все уникальны и могут разниться по производительности как в большую сторону, так и, к сожалению, в меньшую. В следующем ролике мы можем рассмотреть сборку E5-2689 плюс RX 570, которую я считаю очень хорошим выбором, или же сравнить 2689 с 2650V2. Накиньте в комментариях вариации, что следующее будет вам интересно из представленного выше. Я надеюсь, видео для вас было полезно, поддержите, пожалуйста, лайком, подпиской.
Я хочу выразить огромную благодарность подписчику вот с таким веселым ником за предоставленный процессор 2689. Ну а с вами был Артем, дальше больше, всем добра.